Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз. Что скрыто? Тайное, что прояснится? Знаки судьбы. Чего вы пока не видите, а это случится. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 января 2025 года. Давайте узнаем, что происходит за вашей спиной и что прояснится с 1 по 10. А я бы сказала, скорее дистанция будет подольше, поскольку Уран у нас в ретро-движении до 4 февраля. И он нам будет тут отчасти помогать вот как раз сложные темы, вопросы и не только прояснить, но как-то так вот давать возможности к разрешению тех или иных ситуаций. Или, может быть, и оставить что-то позади, как какую-то волнующую историю, но она вот не имеет как бы продолжения, логические точки расставить некоторых вопросов. Давайте с вами узнаем. И мы сейчас с вами словно в коридоре возможностей. Это не только с 1 по 10, это более такой длительный период. Чтобы не останавливаться подробно, я вас приглашаю на свой сайт. И там у меня есть статьи «Коридор возможностей», так и называется, и «Кармический декабрь». Поверьте, это в основном касается 2026 года, потому что это как кармические уроки. Итак, идем дальше. 3 карты, 3 знака судьбы. Чего вы пока не видите? Вот эту карту хотела достать. Так, первый знак судьбы и второй, о чем вы пока не догадываетесь, это именно то, что скрыто от вас. Может быть, не предполагаете, но это каким-то образом случится. И если мы спросили, что же там прояснится, ну вот какая тема будет у вас проясняться, давайте достанем такую карту. Что же там произойдет, в целом к чему быть готовым? Что идет? Возможно, и завершится, да, вот как раз мы об этом с вами говорили. Вы завершите, может быть, сами. Может быть, и откажетесь от чего-то сами. А что придет? Что нового идет в вашу жизнь, на ваш порог? И по 3 основным сферам жизни. Что ждет? Любовь, личная жизнь, взаимоотношения, эмоциональный какой-то фон. Что ждет в финансах? И что ждет? Это у нас работа, документы, ваши планы, важные встречи, какие-то контакты. Итак, давайте смотреть, чего же вы не видите. Первый знак судьбы. Ну, это уже увидели, будем говорить, да? Но вот вам каким-то образом, вы, может быть, и не предполагаете, но с 1 по 10, мои дорогие весы, вам понадобится какой-то прошлый опыт. Я бы сказала, он вас как будто останавливает от чего-то. Понятно, тройка, я всегда говорю, это всегда карта будущего. Но кто-то спросит, это что мне в будущем? А нет, это и есть какая-то больная тема, которая пока еще живет в вашей душе. Вот основная задача перевести болезненную какую-то ситуацию или болезненную историю, может быть и в отношениях, перевести уже в опыт. Когда у нас не остаются эмоций. У нас, ну вот мы просто оставляем как ситуацию в виде опыта, чтобы где-то, ну, не повторить либо эту ошибку, либо понимать, если мы в чем-то подобном вдруг окажемся, как нам поступить. Израненное сердце — это было когда-то. Это когда-то был сгусток боли. У нам девушка показана, которая буквально кричит. Может быть, несправедливость какая-то, у кого-то предательство. Или какие-то непредвиденные, непреодолимые события внешние, которые тоже от вас не зависели, вы на это не могли влиять. Но на сегодняшний день заштопанное сердце. Вот вы знаете, пока я дошла до вашего знака зодиака, мои дорогие весы, очень у многих выпадает эта карта. Видимо, на самом деле период такой, мы подводим итоги, строим планы на будущее. Что мы с тобой возьмем в это будущее? И даже если у нас есть, у каждого есть свой какой-то минусовый, отрицательный опыт, как будто нам это пригодится в будущем. Но вот сердце заштопанное, а шрамы-то они остались. Вот они, знаете, как на погоду ноют, как будто дают подсказки. А вот ты тут не торопись. Или вот с подобным человеком ты будь осторожен. Или в этой ситуации здесь не все так открыто честно. Здесь нужно, ну, может быть, прислушаться к интуиции, рассмотреть альтернативные варианты, не попасть как будто в просак. Давайте с вами узнаем, второй знак судьбы. Чего же вы не видите? Вот завершение, да.
Вот мы сейчас находимся в этой точке, да, нам карта показывает, да, это на будущее. Вот именно сейчас перевести в здоровое равнодушие какую-то историю, как будто завершить. Очень красивая карта 13-го аркана, я надеюсь, все правильно понимают. Это не про смерть, это именно трансформация, мои дорогие. Это завершение какой-то болезненной истории, которая уже не имеет ни смысла, ну, для вас никакого прогресса. И даже если что-то или кто-то пытается, ну, как бы заново начать, но для вас прогресса опять же нет. Как будто вот эта звезда, да, которая нам изображена на карте, вам как будто в другую сторону. Но, видимо, этот период вы будете действительно что-то завершать. Или тут, знаете, Уран, вот этот ретро, да, будет вам помогать все какие-то приоритеты ваши расставить в очень правильной конфигурации или позиции. Но как будто перерождение, возрождение, избавление от боли, избавление от страданий. Что-то завершается. Позвольте, может быть, прошлому, действительно, оттолкнувшись от вас, окончательно уйти. Чего вы не видите? По справедливости два старших аркана. Всегда причина и следствие. Ну, у кого-то, может быть, и вопросы в суде, которые, ну, каким-то образом близятся к завершению. Или сама какая-то основная преамбула будет понятна, чем закончатся все заседания. Вот, ну, по крайней мере, вы тут будете, ну, видеть какие-то возможности. Я не исключаю, что кому-то из вас, может быть, и придется, ну, где-то занимать нейтральные позиции или идти на какие-то компромиссы. Ну, к примеру, медиаторство, да? Мы должны договориться. И тогда это хорошо будет, это будет со знаком плюс. Поэтому вполне вероятно, тут не совсем мы на своем настаиваем, мы очень аккуратно, осторожно действуем с учетом этих двух карт. Ну и поступаем-то мы по закону, все-таки аркан справедливость. Но если мы о причинах и следствиях, тут правда могут и люди возвращаться. И совсем не обязательно это те, кого бы мы хотели видеть, или кого бы мы ожидали, желали, да. Здесь просто банально какие-то истории, события у кого-то с документами очень часто по этой карте проигрываются. Когда нам возвращается какая-то прежняя история, и вот именно теперь нам нужно все расставить по местам и сделать по закону. Кто-то будет подписывать важные бумаги, где-то чего вы не видите. Вам нужно будет, карта тоже дает совет. Читайте внимательно все то, что вы подписываете. Где-то не берите на себя буквально больше, чем сможем унести на будущее. Ведь два старших аркана, они никогда не проигрываются вот в рамках того времени, которое мы с вами задаем. Потому что старшие. Тут, знаете, как какой-то судьбоносный момент или какая-то история. Да, вот она завершится, но для нее как будто свой регламент. Вот вам нужно какую-то стезю пройти, причем в рамках закона, когда, ну вот справедливость какая-то должна восторжествовать, но и себя, может быть, уберечь, понимать, как в отношении вас работает закон. Поэтому будьте внимательны. Может быть, и правда кто-то заключает или перезаключает по урану. Знаете, тот, скорее всего, по ретро-урану. Именно ретро – это всегда с приставкой «пере». То есть мы переписываем или перезаключаем какие-то контракты, может быть, по работе, может быть, брачные, мы что-то пересматриваем, может быть, и отчеты кто-то переписывает, почему нет? Вот мы именно что-то улучшаем, делаем это более правильно или теперь появляется, может быть, по какой-то известной уже истории, опять же, продолжение, и нам нужно с этим разобраться, по поводу чего нам говорят карты. Давайте достанем дополнительно. Однако, вы знаете, вот тут действительно по первой карте все то, что я сказала. Смотрите, семерка жезлов. Буквально нашу героиню пытаются достать 7 жезлов, а она хранит свой дзен. Вот что-то подобное вам, как будто не включиться в какой-то вопрос, совершенно необходимо. Я не исключаю, может быть, кто-то пытается так в реку войти дважды из вашего окружения, а вы уже сделали какие-то выводы. Но тогда карта не говорит, что мы спорим. Нет, мы красиво, вот как эта девушка. Да, она видна. Но она просто отвернулась. Она вот где-то на своей волне. Может быть, и вам так красиво в тень. Раз, и как будто ускользнуть придется. Иными словами, в чем-то не участвовать, что-то не продолжать. 13-й аркан – это о чем? Ну, тут прям по судьбе, мои дорогие. Карта Иерофант. И ведь и правда, эта структура очень часто выпадает. Ну, или подразумевается по аркану Иерофант.
структура, система, какой-то порядок, традиции, то, что принято в обществе, может быть, и менталитет, отчасти и документы тоже. То есть мы должны сделать так, как это принято. Или предусмотрено какими-то традициями, а может быть регламентом. Мы не можем от этого ни вправо, ни влево как будто увильнуть. Тут не про хитрость. Вот если есть какая-то история, то ее как будто нужно свести на нет, четко понимая, зачем вы это делаете. Какая-то вот эта болезненная, может быть, ситуация из прошлого, она завершается. Но тогда аркан Иерофант вам говорит все то, что где-то я говорила, что этот опыт вам зачем-то нужен. И наперед тоже, как будто по судьбе. Справедливость– это нам о чем? Не говорят, какая конкретно. Вот смотрите, одни сплошные старшие арканы. Ну, почти. Из 6 карт 4 старших аркана. Не говорят, какая сфера, область нашей жизни, да, будь то документы или личная история. Видимо, все разные, поэтому тут у каждого будет что-то свое. Нам нужно не сглупить, безусловно, потому что все же с учетом аркана справедливость мы можем как будто обновить какую-то ошибку. И нам буквально художник демонстрирует, что да, мы говорим часто, ведь нулевой аркан– это начало-начало, это на пороге уже что-то новое, очень символично, потому что тут что-то и окончательно завершается. Но действовать как-то, знаете, на импульсе было бы неразумно. Вот девушка на импульсе, вот ей сейчас хорошо. Я должна сказать, что, в принципе, эта карта говорит об оптимизме, о том, что у нас планы какие-то новые рождаются, желание путешествовать, видеть мир, начать какое-то, может быть, новое дело, может быть, новое творчество или новое хобби для себя, да, есть явно какой-то интерес, который нас прямо захватывает полностью. Но отчасти карта говорит, вот ты и должен, весы, все расставить по местам, потому что тебя потом в будущем не должно, как какая-то обратка, которая прилетает зненацку и тебя тянет назад. Вот тебе время сейчас все четко расставить по местам. Но мы можем тут быть, знаете, как настолько воодушевлены, опять же, как эта девушка, которая, держась за сухой сук, вот так вот прогнулась назад. Ей хочется вот этого, знаете, душевного, может быть, полета, но и ощутить вот эту легкость. И вот этот волшебный предмет, который у нее в руках, это не что-нибудь, это Грааль. Ну, по крайней мере, так прописано в колоде. И этот Грааль она держит над омутом. И мы видим, она-то этого не видит, не замечает. А вот какие-то силы уже начинают свою работу. И мы понимаем, сук может обломиться. Ну и мало ли тут какая ситуация неожиданная. И ты упустишь либо этот Грааль, либо ты или что-то очень важное, ну так иносказательно. Или ты сам можешь оказаться в какой-то совершенно непредполагаемой ситуации. Именно потому, что ты чем-то либо воодушевлен, или ты где-то ну, утратил внимание, как будто усыпил это внимание. Вот какая-то радость у вас, мои дорогие, будет, это точно. Но, видимо, больше рационализма, холодной головы. Вот вам действительно карты говорят, чего-то ты не видишь. Что-то и завершается, но что-то уже и начинается. Поэтому себя сохранить– раз, и сохранить то, что вы именно имеете в ваших руках. Тайное, что прояснится? Ну, наверное, эта карта, знаете, такой апатии, ничего не делания. Что прояснится? Тут от вас зависит, что вы проясняете. У каждого свое. Прояснится еще может какая-то тема. Тут нам говорят о том, что нам как будто предлагают что-то, а мы смотрим в другую сторону. Больше эта карта символизирует, что ну, как какая-то возможность или какой-то шанс, предложение. Или у вас время сейчас такое, когда вам просто нужно выйти словно из небытия. Или с какого-то периода, может быть, и ограничений по четверке чаш ничего не происходит. Есть такая колода «Колесо года». Она называется четверка. Вот эта карта называется «Бесконечный дождь». Вам нужно прояснить какую-то одинаковую ситуацию, такую замшелую, надоевшую, вот как бесконечный дождь, когда пейзаж не меняется. Еще один старший аркан, аркан мага. У кого-то это может проиграться буквально, мои дорогие, как человек
Все же, если мы так берем по колодам, то карта мага часто символизирует знаку зодиака Близнецы и Меркурий, да. Здесь это не прорисовано, но есть колоды, где это четко обозначено. Может быть, это у кого-то из вас какая-то, правда, ситуация с человеком-близнецы. Ну, кто знает, что прояснится. И вы будете тут какие-то параллели проводить или что-то завершать. У каждого тут по-своему. Может быть, это какая-то история, которая... Или, кстати, асцендент может быть в близнецах у человека. Почему нет? Или какая-то история, которая требует от вас вот такого мудрого решения. И практики, мои дорогие. Тут не сидеть надо, потому что маг– великий практик. У вас сейчас для этого действительно есть какие-то возможности. Но мы можем, ну, ничего не делать, понимаете? Вы как будто на выборе. Или вы, правильно как-то проанализировав, расставите все точки над «и», что-то завершите, чему вы там отдадите предпочтение, определитесь и будете готовы вот действовать вот так мудро, умело. Да, есть такое значение, что маг– великий манипулятор. Ну, так может быть, и люди манипулируют, и вам придется где-то хитро, красиво, элегантно, через дипломатию, вы так умеете лучше всех, выходить из какой-то сложной истории. Но самое главное, радость, какая-то возможность у вас определенно будет. Но тут, знаете, на шанс надейся, но все-таки сам ты тут не плашай. Не случайно выпадает аркан мага. Каждый сейчас занят чем-то своим. И тут не время ждать. Здесь нужно какую-то, может быть, и работу над собой провести и подумать, что для вас действительно имеет какой-то смысл на будущее, каким образом вы можете это будущее притянуть немножко к себе, какие это действия от вас потребует. Вот то, или ваша задумка, или ваше желание, но, по крайней мере, не бездействовать– это факт. Что уходит? Ну вот смотрите, карта праздника, но может быть, кому-то иногда ведь по этой карте, как тройственный какой-то союз, да, мы говорим любовный треугольник, когда третий лишний, или словно между двух огней. Я могу предположить, что какая-то история у кого-то, к примеру, из вас начиналась, может быть, очень как-то красиво, да, а потом превратилась, может быть, это именно отношения, когда вы оказались, ну, вот в такой сложной истории, когда не может быть третьего. Вот именно могут быть только двое. И неважно в каких позициях, но вот какую-то подобную задачу вы можете решать. Кстати, это то же самое может быть по части работы. Знаете, с одной стороны, маг, он, знаете, это холодные эмоции. В них нет восторга вообще. Может быть, и какой-то восторг уходит. Понимаете, вот есть такой момент. Все-таки праздник. Но праздник это, знаете, это что-то мимолетное. Любой праздник всегда заканчивается. Поэтому тут для вас, мои дорогие весы, будет что-то более важное, нежели мимолетный праздник. А вот то, что, знаете, сегодня есть, а завтра проснулись, все, ничего нет. И какое-то болезненное послевкусие. Вот это уходит, по крайней мере, я вижу так. Что придет взамен? Может быть, это кому-то надо помириться. Дружба, мои дорогие. В первую очередь по этой карте это, конечно, дружба, которая длится долгое количество времени. Может быть, какие-то контакты, ну и пусть даже в личной жизни не сложилось что-то, да, но остались дети, какие-то нерешенные вопросы. Вот вы, может быть, будете выравнивать палитру ваших взаимоотношений, переводить на новый уровень. Пусть ну, вместе уже кто-то даже вот не проживает. Может быть, и так вот касается именно личной жизни. Много карт, которые, ну, где-то будут говорить, что для кого-то это очень актуально. Но все равно остаемся друзьями. И какие-то контакты явно будут продолжаться. То же самое по работе. Может быть, неважно, что вы тут задумали, вот где-то это взаимодействие какое-то очень правильное, ведь явно с какими-то людьми, может быть, даже карты подсказывают, что тебе какой-то человек совершенно необходим. И для кого-то это тот человек, с которым вы не знаете, как построить, к примеру, диалог. Или, более того, не хотите видеть. Но тем не менее, есть какие-то темы, которые замыкаются на этом человеке. Поэтому мы не можем многих людей исключить. Коллеги, соседи, родственники, они есть в нашей жизни, ну все. И тогда вот, к примеру, нужно перевести в какой-то новый формат отношений.
Очень добрая карта, кстати. Вот она приходит, знаете, с каким-то новым пониманием. Может быть, дружба, какое-то взаимодействие, нейтрализация какой-то острой ситуации на самом деле. Но иногда эта карта ностальгия. Поэтому, опять же, мы все разные. Кто-то решится, да, на какой-то шаг или будет искать это решение, а кто-то скажет: "А нет, я еще подожду". И тогда вот этот как бесконечный дождь, и что придет? Просто ностальгия. Что ждет любовь и личная жизнь? Ну вот не должно быть какой-то ошибки. Правда, для многих из вас, может быть, это время такое, мои дорогие, за счет ретро-урана, когда вы вспоминаете, анализируете, да, свою прежнюю какую-то историю. Явно мы тут можем где-то встретить и нового человека. Может быть, это у вас сейчас такие мысли. Вы знаете, тут, тем не менее, нам говорят, придется анализировать даже отношения. Почему я так говорю? Поднесу поближе, надеюсь, это видно. Обратите внимание. Молодой человек сидит, вот он весь в мечтах. Тут нам сердечко, да, двое, две руки. То есть уже вроде бы мы хотим с кем-то быть, или мы чего-то там очень желаем, и мы уже там что-то представляем. Но то, что мы представляем, с реальностью оно как-то не состыкуется. К примеру, пустая чаша, поросенок с крыльями. Мы можем наделить какого-то человека теми качествами, которыми он не обладает. Поэтому замечтаться никак нельзя. Хотя какая-то радостная новость будет. Нельзя повторить какую-то ошибку. Это о чем? Паш. Два пажа. Паж Пентакли — это, знаете, такой прилежный ученик. И это всегда начало начал. Вот смотрите, вам какой-то добрый импульс, хорошее настроение вам помогает, это правда. Какая-то радость будет присутствовать, безусловно, но она не будет длиться долго. То есть мы должны это перевести или воспользоваться моментом, вот таким, может быть, легким, вдохновляющим, именно для того, чтобы начать какой-то новый жизненный этап. Я, конечно, допускаю 2 пажа. У кого-то вопросы, связанные с детьми. Или, вы получите сообщение, может быть, от ваших деток, может быть, даже и взрослые. Я не исключаю. Но точно так же для кого-то новый проект, над которым вы работаете. Уран, ведь он у нас все дробит. Была одна работа, а вот теперь, может быть, и 2. Или вы задумались: как-то маловато кольчужка, не умещаюсь я в тот оклад, к примеру, да, моей основной работы. Нужно думать о дополнительном заработке. И вы будете искать варианты, и именно так, чтобы работать, может быть, на себя и на дому. Я такого не исключаю, потому что мы что-то изучаем по этой карте. Или мы изучаем какой-то вопрос. Может быть, кто-то отправится с учетом вот всех арканов к юристу, к адвокату. Тоже нужно как будто знать четко, как работает закон. Вот вам ясность сама по себе. Причем вам никто ее не принесет на блюде. Ваша задача ее найти самому. А что это значит, 2 пажа? А еще и третий паж. Планов громадье, мои дорогие. А жизнь, тем не менее, идет вперед. И вот этот жезл, который подбросила, как наш паж, посмотрите, он уже сделал один виток. Уже какой-то этап жизненный у нас завершается. И мы выходим на новый оборот. Вот да, на этот новый виток. Обновление, мои дорогие, в каком-то глобальном смысле для вас. Это касается тут просто у каждого по-своему. Может быть, это для тех, кто в паре, ну и вопросы детей, как я говорила, но все-таки пажи — вестники. Ну, у вас 3 пажа, тут может быть много вестей по части личной жизни. Чего ждет или что ждет в сфере финансов король чаш? Иногда эта карта будет говорить о наших близких, о супругах. И неважно, что король, а меня, может быть, смотрит и мужчина, но вот именно наш близкий человек. И какая-то взаимопомощь, выручка, поддержка. Такое может быть. Особенно для тех, у кого, ну вот в паре все хорошо. Здесь поддержка может быть именно близкого человека. Может быть, это и родственник. Где-то карта вам говорит, дает совет. Будь весы вот в таких энергиях, ведь что отличает короля кубков? Он умеет правильно распределить эмоции и рационализм. Эмоции и материализм. Не потратить денег больше, чем следует. То есть он в вопросы материальные не добавляет эмоциональный фон, не добавляет себе какой-то путаницы. И наоборот. Если эта тема касается чувств, туда не нужно
добавлять какого-то прагматизма. Вот где-то эти две сферы вы будете переключаться между ними. Поэтому какая-то стабилизация, я больше вижу, у вас должна быть по части финансов. Но о новых поступлениях эта карта, конечно, не говорит. Что ждет по части работы, соглашений? У вас переломный какой-то момент или переходный момент, колесо фортуны. Фортуна сейчас по части ваших достижений, оформления, пересмотра документов, каких-то договоренностей, может быть, и медиаторства, или когда вам самим нужно будет вот эту добыть информацию, понимать, как работает закон, что вы можете сделать, что вы не можете. Вот есть какая-то реальность, как данность, она уже сложилась. И вот вам тут нужно вот буквально по пункту все знать, потому что вот уже буквально на пороге вот эта фортуна, она вам сейчас, как и, может быть, ретро-уран помогает вот расставить все по местам. И вы сейчас где-то удачно так достаточно можете завершить сложные вопросы или проговорить что-то. А вы великие дипломаты, мои дорогие. Дипломатия – это ваша, все. И поэтому используйте эту дипломатию для самого себя или самой себя, чтобы решить какие-то болезненные темы или какие-то волнующие истории, или сложные вопросы. Фортуна на вашей стороне. Но тут такой баланс в квадрате, да. Обратите внимание, девушка на цыпочках танцует танец. И вот посмотрите, она тоже счастлива. Так колесо же еще вращается. А под этим колесом нам художник изобразил, что еще там 3 колеса, и каждое вращается в свою сторону. Какой-то волшебный баланс вам по делам, по работе, по бизнесу, по соглашениям, по важным встречам придется держать. Тогда и фортуна вам помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Пишите мне добрые душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и я оставлю ссылки в описании под видео. Переходите на телеграм-канал, там, где я собираю весь контент с разных каналов и сайта. А я вас люблю, мои дорогие, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.